Animal Rescue. История Клайда, крупного и возрастного черного пса, начиналась, как и у многих других дворняжек. Родился и вырос на улице, скитался в поисках пищи, мерз и понуро бродил среди людей, надеясь на их доброту. К счастью, ему на пути встретились волонтеры приюта «Красная сосна», которые забрали здоровяка в тепло и сытость. Клайд поселился в одном из вольеров приюта, где вел себя максимально тихо и неприметно. Несмотря на грозную внешность, он был очень ручным и добрым псом, обожал внимание человека, прогулки, а когда кто-то гладил его, Клайд даже замирал от удовольствия. Еще у Клайда было необычное хобби. Он собирал по территории приюта игрушки-камушки, да и все, что плохо лежит, а затем складывал это все в своем вольере. Может, он просто любил чистоту и уборку. Кто знает. Когда в приют приходили посетители, Клайд предпочитал прятаться и сидеть в своем углу, словно стесняясь привлекать внимание. Как-то раз в приют приехала молодая пара, чтобы выбрать себе собаку. Анастасия и Сергей уже присмотрели себе песика и ехали конкретно к нему, но у них не получилось найти подход к потенциальному питомцу. Тогда они пошли гулять между вольеров, и произошло настоящее чудо. Обычно робкий Клайд сам подбежал к ребятам, просовывая из клетки лапы им навстречу и приветливо виляя хвостом. Ребята сразу поняли, что Клайд их пес. Они подготовились к его переезду, купили игрушки, подстилку, миски, изучили книги по кинологии, а затем и увезли здоровяка с собой. Клайд молодец. Гордимся им, делится радостью хозяева. Первый год семейной жизни для Клайда оказался насыщенным. Знакомство с собакой родителей, переезд в другую квартиру, первые прогулки без поводка в парке, наша свадьба, месячный отпуск в деревне без нас, знакомство с друзьями нашей большой семьи. Но самое главное, Клайд переборол страх высоких лестниц. Теперь он самостоятельно спускается со второго этажа в доме. Мы ему благодарны за его преданность, чуткость и мудрость. И рады, что свою старость, а ему оказалось уже 7 лет, он будет встречать с нами с вкусняшками и в дружеской уютной атмосфере. Кстати, у хозяйки Клайда не так давно обнаружилась аллергия, из-за чего семья была вынуждена переехать за город. Но своего любимца они не бросили. Для него был построен специальный теплый домик во дворе, и Анастасия контактирует с питомцем только на свежем воздухе. Клайд стал знакомиться с живой природой, купаться в каналах, бегать по полям, и даже как-то раз ему удалось пережить встречу с нутрией. Вот такая насыщенная собачья жизнь. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До новых встреч!